Добро пожаловать на шоу «Кто прав?». Какие вы молодцы, что пришли сегодня. Давайте поаплодируем так, как вы хотите, чтобы прошел этот вечер. Давайте зарядимся. Супер, давайте кайфовать. Давайте. Так, ну что, в прошлом выпуске я снималась в качестве гости, и Илья Ксирот у нас был ведущим. Это был женский выпуск на 8 марта. И в этом эпизоде я уже решила занять свое законное место. Но мы не могли отпустить нашего почтенного гостя просто так. Поэтому вам, кому-то, ребята, придется уступить Илье Ксироду место и сесть в зал с женской претензией к вам. Подожди, а как мы решим, кто уходит? Ну, смотри, я думаю, логично нужно рассуждать. Остаться должны самые остроумные, самые красивые и люди, которые, ну, шутят лучше всех. Я считаю, это логично. Абсолютно. Уходите все. Ну, получается жребий тогда. Получается жребий, конечно, получается жребий. Ладно, жребий так жребий. Ну Хорошо, что ты подготовлена. Я готова. А вы готовы? Да? Давай, неси, что у тебя там? Хоть кто-то подготовился. Молодцы, молодцы, ребята, молодцы. Давай, Валя. Страшно? Не страшно. Нет! Это я. Я и так и знал, что я ухожу. Я У оставляю меня это место. самая короткая спичка сегодня, да? Да. Держи, это тебе, она твоя. А, у меня теперь 2 спички. Илья, уступаем тебе. Правила шоу простые. Мы рассматриваем женские претензии к мужчинам, где, по их мнению, мужчины неправильно поступают, и наши комики будут всячески оправдывать и защищать этих мужчин в сложившейся ситуации. А в конце зрители проголосуют, удалось ли комикам защитить и оправдать этих мужчин. Походу, теперь претензии будут у Миши ко мне. Здравствуйте, у меня к вам претензия. К нам? Я хотел сказать к Какого Илье, хрена вы меня но... выгнали? Женская претензия ко мне. Тут скажу честно, их масса. Ну, в целом, Мы видим. сказать, что тебя конкретно знаем от женщин, лично, да. от женщины одной конкретной, не будем называть ее имя. Это моя жена. Она моя жена. Смотрите, суть заключается в следующем. Однажды этот человек, значит, договорился со мной, что мы в субботу утром пойдем выгуливать некую собаку. Нам оставили собаку, нужно с ней пойти погулять. Собаки любят гулять и всегда. Соответственно, меня попросили, сказали, значит, Михаил, ну пойдем с утра гулять. Я говорю, да. Да, сказал да. А потом меня уже утром будят, не забыла она об этом, и собака тоже не забыла, и говорит, пойдем, ты же ведь обещал. А я говорю человеческим голосом, говорю, я очень сильно хотел. Я знаю, что обещал. Я очень сильно хочу, но не могу. И не пошел гулять с собакой. 2 сучки остались без меня на улице. И претензия была в следующем, вы не поверите, но что мужчина нарушил свое обещание. Ведь я же обещал и не выполнил. Как я мог? Как меня земля носит грешника такого? Все. Согласна. Поаплодируйте. Шикарная претензия. Не, на самом деле, ну в чем обвинение? Ну Миша реально не смог. Она же сама говорила, что он ни хера не может. Хотел, не смог. Мы с тобой потом это обсудим. Это, опять же, не мои слова. Если ты сможешь. Да, хорошо. Ну, там, как говорится, сучка не захочет, кобель не вскочит, поэтому... С постели имеется в виду. С постели, да. А она прям очень хотела, чтобы ты вскочил с постели, понимаешь? И будила тебя ради этого. А ты дал обещание. Ну вопрос такой, пожите, там собака как крупная, один человек удержит собаку? Да. Ну зачем тогда второму идти там? Ну, так они вместе решили. Собака вообще не ваша же, Нет, да? есть аргумент. Аргумент следующий. А вдруг, внимание, что-то случится? О, это Так весело. правильно, пусть лучше случится с кем-то одним, чтобы второй, если что, остался дома Позвонить, с мол, ребенком. правильно. На самом деле это очень круто, что она на тебя наконец обиделась только за это. Обычно это все гораздо раньше происходит. То есть она... И по другим поводам. Жена обычно раньше понимает, что мужчина не держит слова. А тут вы столько лет уже прожили, и только, Ты хотя бы успел и только на проснуться. собаке это всплыло. Не-не, между тем, что я пообещал и не встал, еще была куча претензий. Я просто, Я просто А считаю, слышал одну что из во них. время свадьбы, во время церемонии,
Так. Когда вот мужчина обещает все, что он дальше не будет выполнять, вот любить, заботиться, кормить, одевать, надо еще про собаку добавить просто, чтобы женщины в ЗАГСе или где-то там и выгуливать собак чужих. В 6 утра. Тогда будет клятва, тогда будет ответ «да, но». Или можно было бы сыграть в дурачка и сказать, ты же мне сама сказала с чужими сучками не гулять, собака же не наша. То есть были способы Да, мне ее отъехать. подкинули, да. Собак нужно рано выгуливать. У тебя же есть собака. Во сколько ты ее выгуливаешь? Я выгуливал собаку, когда ей было 2 месяца. Это было очень рано. С тех пор я еще ее не выгуливал. Ветеринары еще не рекомендовали. А еще, знаете, жалко, что вот жена не ценит Мишиных стараний. Он открыл глаза, сказал, что он хочет, но не может просто человек в этот момент. И вот я... Что в первый раз жена говорит, что хочет, а ты не можешь. Да, Ты же обещал. Только в субботу утром такое произошло. Честно говоря, ну, я когда обещал, я уже предполагал, что, скорее всего, не смогу. Ну. И вот что самое тоже, кстати, интересное, это очень несправедливо. Женщины на нас обижаются, на мужчин, когда мы им врем. А когда я ей сказал правду, она тоже обиделась. Так, помогите! Мне кажется, может это было... Так, ты бы Может, это сказал... было так? Ну, мы же не знаем, что там за собака была. Может, там такая Хорошая собака, собака, знаешь, такая но не в мразь. шаббат с утра. Да, вот ты увидел, проснулся такой, увидел, и не хочу я с ней гулять. Ну, видишь, знаешь, такая бывает собака. Я вижу противная. по ней, она не хочет Да, писать. с женой такое же бывает иногда. Смотришь, я не хочу, я с тобой гулять. Да. Подождите, я смотрел фильм «Хатико». Там собака могла очень долго ждать. Я не могу понять. В чем прикол? Что с этой собакой не Там так? жена не может ждать, О, это ей точно. нужнее как будто. Собака, может, тоже не хочет никуда идти в 6 утра. Собаке, может быть, никто ничего не обещал. Со стороны как бы Жени это очень эгоистично. Она же совсем не учла того, что ты сам хотел, как бы, да? Твои желания вообще никто не учитывает, правильно? Ты хотел, но не смог, и как бы никакого сочувствия. Да. Одни упреки. Ты можешь это повторить, ну, у меня дома? У меня одна жизнь, Миша, спасибо. Я не стал бы. Тем более у вас там еще эта собака. Еще собак натравят, да? Собаки больше нет, она больше не с нами. Все-таки надо было сходить. Куда ее Всё-таки отвела сходил. Женя тогда в итоге? А насколько вам эту собаку оставили? Буквально на неделю. То есть всего-навсего один шаббат у меня был, чтобы справиться. Я не вывез эту движуху, конечно. Надо было около кровати просто оставить книжку Тургенева. И тебе бы просто не доверяли собаку гулять. У вас тут были литературные шутки? Мне однажды доверили рыбок кормить, чужих. Так начинается история, как будто бы закончилось все плохо. Да. Я был очень голодный. Это был Я мафия. забыл их покормить и уехал в Элла. Кормить других рыб. А потом возвращаюсь, а еще хозяева не вернулись, а рыбы все живые. Я обрадовался. Вот. А потом, когда хозяева вернулись, они позвонили, говорят, а где сом? Они, оказывается, в шаббат съели сама, пока мы были. Так они выжили. Не, я к тому, что и собака тоже выжила бы. Что ж там за аквариум, что там был сом? Или он маленький такой сомик, типа? Все, понял. Как твоя извините. спичка. Хорошо, что спичка. А что с собакой произошло? Она погуляла в Жива результате. еще или что? Вы ее вернули Ее хотя бы? забрали, То есть- она... Во всей этой истории вам действительно интересна судьба собаки, а не меня? Ну да. Ну, она Не, пописала. себя-то мы видим, все с тобой хорошо. Где собака? То есть, по-вашему, это хорошо. Ладно. Там, походу, не только в этом проблемы, Миша, договаривай. Ладно. Не, собака все нормально, жива, наверное. Ну, не, хорошая собака, молодец. А когда вы помирились? пивко Через нормально. сколько времени вы помирились? Это ж, ну, не так, как, знаете, когда мужчины ссорятся. Они высказали друг другу претензии, пожали руки, и все, обида закончилась. Ну, с женщинами наш как, типа, как... То есть ты еще не знаешь, простила Лена тебя? Может быть, она до сих пор думает. Когда последний раз общались? Возможно, меня сейчас не отпустили на съемку, а выгнали на съемку. Я еще пока не знаю, нужно вернуться домой, тогда я только пойму. Можно примирительный секс предложить, например. С собакой. Нет. Собака не настолько обиделась. Миш, короче, тебя держат на поводке коротком. Но это нормально. Ну, так это, ну, так и должно быть, я считаю. Это не мои слова. И мне просто хорошо выдрессировали. Ну, какие, короче, к тебе могут быть претензии, если собаки выживают в дикой природе вообще? Если им вообще не нужно Ты ничего. видел эту чихуахуа вот это вот? Она же на улицу выйдет, Причем умрет от чего взяли холода там через чихуахуа? 5 минут. Чихуахуа не надо было бы выводить. Ее бы вот так вот с окна
потрусил. Да, потрем вот так. И- Кстати, да, надо было в окно вот так вынести собаку. А соседям потом сказал, там мозгам накапал просто. Да. Ну, кстати, крутой лайфхак. А вообще я считаю, что вот чтобы тебя защитить, да, вот в этой истории, я считаю, что это очень сложно, потому что твоя ситуация, она очень, в принципе, хорошая. На тебя никто не нападал. Ты просто от хорошей жизни чувствуешь, что это претензия. Потому что когда жизнь действительно плохая, то ты ищешь любую собаку, чтобы выйти из дома погулять. А если ты не хочешь собаку гулять, то тебе хорошо. Вот. Ну, в целом, я доволен, ребят, спасибо. Обращайся. Жизнь хорошая у тебя. Хорошая. Ладно, давайте голосовать. Дорогие зрители, давайте голосовать. Если вам кажется, что у комиков не получилось оправдать Мишу, поаплодируйте, пожалуйста. О, сидит предатель. Дорогие зрители, если вам кажется, что у комиков, да, получилось оправдать Мишу, поаплодируйте, пожалуйста. Здорово. Под ваши аплодисменты мы начинаем претензию с форума. Мой начальник внезапно очень активно заинтересовался моим парфюмом. Люблю его нежно уже лет 5, парфюм. Я без задней мысли поделилась названием. Сегодня его секретарша пришла им облитая с ног до головы. Работаем рядом, в одном помещении. Конечно, мне стало сразу же неприятно, но хочется как свой личный запах, то создай и носи. Но ощущение, что у меня что-то украли. Не знаю, как реагировать, очень сильно расстроилась. Претензия от женщины к начальнику за то, что он у нее выяснил, какой парфюм, и подарил своей любовнице-секретарше. Такая претензия. Но она там... Отлично. Отличная претензия. Она там говорит, что она хочет свой запах, так пусть издает. Она так и сказала, что для этого нужно создать, но она не создать. создать, издать. Издать. Это, во-первых, очень большой, крутой комплимент женщине. Почему она на это обиделась? Он посчитал, что из всех запахов у нее самый лучший. Купил и подарил его самой любимой женщине. Ну, типа, это ей комплимент. В чем проблема? Просто женщины, они не понимают мужских комплиментов. Да. Он хотел тысячи сделать он комплимент, выбрал ее что у как нее барабан, хороший или что там. запах. И он его хочет распространить на всех своих секретарш, Сотрудников. понимаешь? А она не поняла, что это комплимент. Он такой говорит, отличный запах, повиси у меня в машине. Он просто хочет всех своих по запаху вычислять. Потом ее берет с собой в туалет, что вместо освежителя. Нет, просто проблема в том, что если он сделал ей комплимент, но это неприятно в том плане, что он следующий комплимент, что теперь платье такое же, как у нее у секретарши будет, потом что теперь, макияж такой же, как у секретарши, короче. Ну, может, нет у них больше магазинов других. Это просто край. Это все равно, что она пришла в свадебном платье, это секретарша в таком же, сука, в таком же. Не, а где они работают? Что это за офис вообще? Может быть, они не должны пахнуть хорошо? Может быть, они не должны пахнуть Да, хорошо. Вообще начальник нервничает, если его работники не потеют. Как бы. И почему-то спрашивают, какой парфюм у других, если они вкусно пахнут. На заводе, мне кажется. Галина Петровна, вы бухгалтер хороший, воняете, капец, держите, бля. Вот так вот это было, в Челябинске где-то, да? Ой. Не написано, где они работают, но, тем не менее, девочке неприятно, если ее эксклюзивный какой-то запах, она сказала название, и тут же она уже как не он эксклюзивна. эксклюзивный? Как Она уже, да, не... Если его можно где-то еще купить, он уже не эксклюзивный. Во-первых, есть разные парфюмы. Есть С каких пор Oriflame это эксклюзивно? Oriflame. Ты единственную фирму знаешь, да? Да, кстати. Это есть если другая? ты каталог вот так вот натер, это не духи, Ваня. Это уже в 2003-м осталось. Мы когда приехали, моя мама работала в суперфарме, в косметике. И к ней подошла женщина, которая искала дезодорант. И она сказала, что она не помнит, как это называется, но вот так вот подняла руку и сказала, понюхайте, я сегодня последний раз брызнула, может, вы узнаете. Понимаешь, а был бы этот Шазам, этого бы не было. Да, было бы хуже, если бы она такая, я не помню, как этот воск для депиляции называется, но посмотрите, Я как просто там... представил этого консультанта. Ну-ка, давайте. Такой, по-моему, Вообще, может, этой женщине стоит сказать спасибо, что только секретарша этими духами пользуется. Прикиньте, начальник с ума сошел и говорит, все пользуемся этими духами, весь завод. Подожди, а если бы он купил себе их и сам бы душился, она бы тоже так же говорила? Типа, что за фигня? Конечно, особенный какой-то запах. У девочки особенный запах. Особенный Допустим, запах — это когда пернул. Вот это особенный запах. Слышь-ка, у может каждого быть, Это для свой. тебя у вас там... Может, этот Просто начальник был... купить можно пойти.
Петах-Тикве у вас там особенный запах, я Он, понимаю. да, но- он здесь центр держит. Слушайте, может быть, это сотрудница, это жена этого начальника? И тогда понятна ее ревность? Ревность, что у секретарши такой же запах. Ну, тогда бы, наверное, он ее не спрашивал. Он бы просто посмотрел, какие духи, такие же Значит, бы купил. сегодня ее муж-секретарша такие же духи подарил, да? А завтра, понятно, она сорвется, если он собаку не выгулит. А может она бесится? А может она бесится, то, что он ее парфюм взял и отдал своей секретарше. Ну, прям ее, вот. Ну, она взбесилась конкретно, что украли ее запах, можно сказать. Извините, что Наоборот, да, украли пусть ее послушай, запах. пусть Он ее женщины- манипуляционно обманул. Пусть а? эта женщина радуется. Прикиньте ситуацию, она приходит на работу, забыла попшикаться духами. Она знает, к кому обратиться, у кого попросить. Обтереться об другую женщину. Ну вот я уже не знаю, это уже Это лишние вот это подробности. ваше вот? Если бы я мог сказать, дать этому начальнику совет, я бы ему посоветовал сказать своей сотруднице, что вот этот парфюм на секретарше пахнет как туалетная вода. Как Понимаешь? туалет. Хорошо. Она оценит. Там есть разница. Да, есть проверял. существенная разница, да. Тут, Но тут текстом побежало объяснение. Смотрите, Что? все очень просто. Он спит с секретаршей. Ух ты ж. Когда жена приходит на работу в его кабинет, она говорит, что это за запах, блин, духов секретарши у тебя тут постоянно. А так он говорит, да у нас весь офис такими духами пользуется. Да. почему он подарил такие же духи своей секретарше? Точно такие же. Почему он так сделал? Потому что перегаром по всему офису воняет это. Вам кому-нибудь начальник хоть что-то подарил где-то? Хоть на какой-то Так он работе? же не ей подарил, а секретарше, другой женщине Он такие же просто духи, как у щедрый, нее. и до нее дойдет очередь. У тебя просто- Он потом ей подарит такие же трусы, как у секретарши. Брат, у тебя... Вау! Обещаешь, Он такой Вань? вот- Это просто, чтобы в коллективе было равноправие, чтобы все себя чувствовали одинаково, чтобы не было, что у одного крутые духи, а у другого плохие. Вот Вот так. тут крутые трусы, у Это- другого нет. Вот есть же форма общая, и запах общий, и что там Трусы еще, и общие. содержание общее. Это какой-то коммунизм, блин, честно. Все одинаково. Мы же не знаем, что всё. за предприятие. Чё- Может, чё- это как раз коммунистическо-строительский отдел. Что? Ну, я не знаю, что. Откуда, если бы я там работал, я бы знал. А что за духи у тебя? Духи называются шампунь. Духи-шампунь. Пахнет во. Пойду секретарше подарю. Пусть помоется хоть раз, да? Он вообще хотел сделать комплимент, что у тебя хороший запах. А тебе я какие у дарю тебя тоже классный часы? А запах. откуда эти часы? Ну-ка, я подарю такие же твоей. Ну, Не-не, мужчин да, такого стой. нет. Мужчины могут прийти в одном и том же. Да. И видеть друга в том же, и они будут рады. Они найдут третьего, четвертого, они создадут футбольную команду, они будут в том же играть, понимаешь? А у КВН мужчин нет начнут этих моментов И, женских. честно говоря, буквально неделю назад спросил у друга, какие у него духи, купил себе такие же, и пока все Теперь нормально. вы переспали, да? Вот. Но это и до этого потом было. бывало. Все нормально. Это Смотрите, всегда так короче, было, а? начальник всем на работе дарит духи, чтобы не забывать, что сексом тут и не пахнет вообще. Пахнет только духами. Отлично, давайте голосовать. Дорогие друзья, зрители, если вам кажется, что комики не защитили этого мужчину, поаплодируйте, пожалуйста. А теперь поаплодируйте, если вам кажется, что у комиков, да, получилось защитить его. Я считаю, что Ваню нужно назначить начальником. Он очень хорошо выкручивается. Молодец, Если я буду молодец, Ваня. начальником, духи с меня. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, прав и свои претензии.